Представьте себе, города, которые когда-то гудели жизнью, где люди торговали, молились, строили дома и мечтали о будущем, исчезли. Поглощенные морем, засыпанные песком или просто забытые временем. В 2025 году археология переживает настоящий ренессанс, и благодаря новым технологиям мы заново открываем эти потерянные миры. Сегодня я хочу рассказать вам о самых загадочных и захватывающих древних городах, которые ученые изучают прямо сейчас, и о том, что эти открытия говорят нам о нашем прошлом, настоящем и даже будущем. Это не просто история, это путешествие в сердце человеческих цивилизаций, полное тайн, инноваций и уроков. Давайте начнем. Начнем с Рунгхольта, города, который часто называют Атлантидой Северного моря. Этот торговый порт у побережья Германии был невероятно богатым в средние века. Представьте себе шумный рынок, корабли, груженные товарами, и дома, стоящие на сваях над водой. Но в 1362 году штормовой Нагон, известный как Гром Андранка, буквально стер Рунгхольт с лица земли. Долгое время он считался легендой, пока в последние годы археологи не начали находить его следы под толщей воды. Используя гидролокаторы и георадары, ученые обнаружили фундаменты домов, церквей и даже дренажные системы, которые говорят о высоком уровне инженерного мастерства. Что особенно поражает, так это то, как хорошо сохранились некоторые структуры. Например, деревянные балки до сих пор стоят на месте, словно время замерло. В 2025 году исследователи планируют создать трехмерную модель города, чтобы мы могли прогуляться по его улицам виртуально. Но вот вопрос, почему Рунгхольт так важен? Он напоминает нам, как уязвимы даже самые процветающие общества перед силами природы. Сегодня, когда изменение климата угрожает прибрежным городам, история Рунгхольта звучит как предостережение. Теперь перенесемся в Индию, в Даливеру, жемчужину цивилизации долины Инда. Этот город, построенный около 2500 года до нашей эры, поражает своим городским планированием. Улицы Даливеры были выложены под прямым углом, а дома имели канализацию, которая могла бы посрамить некоторые современные города. Но что делает Даливеру особенно интересной в 2025 году, так это новые находки, связанные с ее водными системами. Археологи обнаружили сложную сеть каналов, резервуаров и колодцев, которые позволяли городу процветать в засушливой местности. Это не просто инженерия, это философия устойчивого развития, которой мы могли бы поучиться сегодня. Недавние раскопки также выявили необычные погребальные практики, включая захоронения с керамикой и украшениями, что намекает на сложную социальную иерархию. Но вот загадка: почему такая развитая цивилизация исчезла? Некоторые ученые считают, что изменение русла реки или засуха могли подорвать экономику Даливеры. Другие говорят о социальных конфликтах. В 2025 году исследователи надеются найти новые подсказки, анализируя торговые связи Даливеры с другими городами Инда. Теперь давайте отправимся в Танзанию, в ущелье Олдувай. Это место не город в привычном смысле, но оно изменило наше понимание того, кто мы такие. Здесь, в этой пыльной долине, были найдены останки наших древнейших предков и их орудия труда. В 2024 году археологи сделали сенсационное открытие – следы порезов на костях животных, датированные более чем 2 миллионами лет назад. Это значит, что наши предки начали охотиться и использовать инструменты гораздо раньше, чем мы думали. В 2025 году ученые применяют новые методы датирования, чтобы уточнить эти находки. Но Олдувай – это не только кости и камни. Это место заставляет нас задуматься, что делает нас людьми. Способность создавать инструменты, охотиться? Или, может быть, желание оставить след в истории? Каждое новое открытие здесь – это как страница из дневника наших предков, и мы только начинаем его читать. Теперь перенесемся в Египет, к подводному городу Тонис-Гераклион. Этот порт, расположенный в устье Нила, был воротами в Египет для греческих и других средиземноморских торговцев. В 2000 году его обнаружили под водой, и с тех пор археологи находят там статуи, храмы, затонувшие корабли и даже золотые монеты. В 2024 году были обнаружены новые доказательства греческого влияния, включая амфоры и керамику, которые говорят о культурном обмене. Но что делает Тонис-Гераклион таким особенным? Это его роль как моста между цивилизациями.
Здесь египетские жрецы встречались с греческими купцами, а местные боги соседствовали с чужеземными. В 2025 году археологи планируют исследовать новые участки гавани, надеясь найти еще больше свидетельств этого уникального культурного синтеза. Но есть и философский вопрос. Почему такие великие центры, как Тонис Гераклион, исчезают? Может быть, это урок о том, что даже самые яркие звезды рано или поздно гаснут? Теперь поговорим о Симе, укрепленном городе в Китае, которому около 4000 лет. Его открытие в 1980-х годах стало сенсацией, потому что никто не ожидал найти такой сложный город в этом регионе. Массивные каменные стены, нефритовые артефакты и даже следы человеческих жертвоприношений говорят о высокоразвитом обществе. Но что особенно интригует, так это ворота города, настоящие архитектурные шедевры, которые могли служить не только для защиты, но и как символы власти. В 2025 году археологи надеются понять, как Сима вписывается в общую картину ранней китайской цивилизации. Была ли у нее связи с другими регионами? Как управлялось это общество? Сима заставляет нас пересмотреть наше представление о том, как зарождались великие культуры Востока. И, наконец, давайте заглянем в Америку, в Кахокию, в Иллинойсе. Этот город был крупнейшим доколумбовым центром Северной Америки, сердцем миссисипской культуры. Представьте себе огромные земляные курганы, возвышающиеся над деревянными домами, где тысячи людей собирались для торговли и праздников. В последние годы археологи используют лидар, чтобы раскрыть новые подробности о планировке города, включая скрытые дороги и площади. Но Кахоки – это не только архитектура. Недавние находки, такие как керамика и украшения, намекают на сложную социальную организацию и торговые связи с другими регионами. Почему же Кахокия исчезла около 1350 года? Некоторые говорят, что избыточная зависимость от сельского хозяйства истощила землю. Другие винят социальные или политические конфликты. В 2025 году ученые надеются найти ответы, изучая изотопы в человеческих останках, чтобы понять диету и миграции этих людей. Эти города не просто руины. Это зеркала, в которых мы можем увидеть себя, наши амбиции, наши ошибки, нашу хрупкость. Они напоминают нам, что цивилизации, какими бы великими ни казались, не вечны. В 2025 году, с новыми технологиями и неутолимой жаждой знаний, археология продолжает открывать нам эти истории, выписанные в камне и песке. И, возможно, самый большой вопрос, который они задают – что мы оставим после себя? Какой след останется от наших городов через 1000 лет? Каждое открытие – это шаг к пониманию того, кто мы есть. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк, подпишитесь и напишите в комментариях, какой из этих затерянных городов заинтересовал вас больше всего. А я пока продолжу копаться в тайнах прошлого. До новых встреч!